Все здравствуйте! Сегодня, как вы догадались, у нас подсвечник. Болванка уже года 2 как ждала своего часа, зато я на 100% уверена, что она просохла. Шкурю ее, чтобы придать ей более-менее приличную форму. Теперь грунтую ПВА. После того, как клей высохнет, приступаю к окрашиванию. Когда краска подсохла, подготавливаю листочки для декора. Вырезаю нужную форму из искусственной листвы. Клеить листочки рекомендую на тонкий слой термоклея, так как секундный клей стремится приклеить скорее пальцы, чем то, что вам нужно.
Для того, чтобы лепесточки были объемнее, клею их в 2 слоя. Дальше мне понадобятся шарики разных размеров. Для этого я ощипываю вот такие декоративные бусы. Их нужно приклеить теперь уже без вариантов на секундный клей, чтобы следов от него не было видно в итоге. Секундный клей очень жидкий, поэтому пока он не схватился, бусины постоянно пытаются свалить. Дело не мудреное, но кропотливое, поэтому, чтобы не мучить вас лишними минутами просмотра, покажу несколько укороченный вариант создания этого подсвечника. Можно оставить и так, но чтобы через миллион лет археологи выкопали мой подсвечник и он остался в первозданном виде, покрываю его лаком, паркетным лаком. Он дает относительно плотный слой, покрывая всю конструкцию как панцирь. Когда лак застынет, оторвать бусину будет очень непросто. И еще мой лак желтит, но так как у меня все в оттенках золота, это не страшно. Чтобы окультурить подсвечник, приклеиваю ему войлочные ножки. Вот что у меня получилось. Надеюсь, вам было интересно за всем этим наблюдать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем хорошего настроения и вдохновения. До новых встреч. Пока!